Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать спицами вот такое красивейшее платье, тунику с высоким воротом и вертикальными узорами. Платьице связано из темной пряжи, и, в общем-то, мне очень она понравилась. Я нашла ее в одном из брендовых интернет-магазинов и очень прям захотела составить описание по вязанию спицами этой модели. Эта модель связана, это машинная вязка, конечно, фабричного изготовления, но ничто не мешает нам связать эту красоту вручную спицами. В сегодняшнем мастер-классе у нас будет, значит, выбор пряжи, спиц, схема узора я нарисовала, и мы будем с вами составлять подробнейшую инструкцию по вязанию этого платья. Будет сегодня использоваться размеры 42 по 52. То есть вот такой большой охват размеров у нас идет. Все подробности будут чуть позже, а сейчас мы начинаем с выбора пряжи. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что узоры у нас, вот эти маленькие косички, они относительно большой широкой косы по центру вяжутся с разной направленностью жгуты. То есть то перекрещиваем влево, то с другой стороны перекрещиваем вправо. Ну, на эту особенность можно обратить внимание и использовать в вязании, а можно использовать одну схему, которую предлагаю я. То есть вот этот жгут на 4 петлях, там, в общем-то, он зеркалится по схеме. Обращаю на это внимание. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого платья я предлагаю пряжу турецкого производства фирмы Трофил, по итальянской лицензии изготовлена. Называется пряжа Bambino Luxe Wool. В составе ее 60% шерсть мериноса и 40% акрил. В 50 грамм 160 метров. Спицы используем 3,5. Очень хорошего качества ниточка. Вот она немножечко, видите, с такими пушистыми вкраплениями белыми, да? Это заметно, такой немного меланжевый эффект. Очень красивый цвет. Цвет у нас, кстати, Color 70-313. Вот. И турецкая, вот написано, модем Туркия. Очень хорошая пряжа, очень мне нравится, мягкая, такая прям немножечко с таким, знаете, шелковистостью с какой-то. Абсолютно мягкая. Вот так выглядит узор. Это наш узор с косами, и с двух сторон путанка идет. Ну, именно те самые узоры, которые используются в вязании этого платьица. Сейчас посмотрим, давайте схему узора. Вот таким образом выглядит схема узора. 23 петли занимает у нас ширина узора с косами. Мы с вами свяжем образец этого узора, 8 рядов в высоту, раппорт узора. И вот эта путанка. Внизу схема путанки. Это 4 ряда в высоту, раппорт, и 2 петли в ширину. Все узоры будем вязать. Условное обозначение: вертикальная черточка – это лицевая, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот эти перекрещивания – это перекрещиваем 3 петли направо, здесь 3 петли перекрещиваем налево, а здесь 2 петли перекрещиваем налево. И еще у нас с вами зеркалится узор
направо перекрещивается. Далее давайте посмотрим выкройку. Вот так выглядит выкройка. Приближаю вам. Здесь нет размеров. Имейте в виду, что это классический вариант, классический крой. Детали вяжутся снизу вверх, все отдельно, затем сшиваются. Все размеры будут у нас во второй части видео. Это приблизительно 15 минут от конца видео, где я подробно рисую и показываю, все размеры называю, озвучиваю на все мерки и рассказываю, как посчитать петли. И, в общем-то, вся инструкция у нас с вами составляется, расчетная часть, смотрим внимательно. Там я показываю вам, как расположить узоры друг за другом, в какой последовательности. И, в общем, все полностью рассказываю, как вязать. И вот здесь все это собирается в виде текста. Инструкция по вязанию выкладывается под видео. Размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Длина изделия 88, 89 и 90 сантиметров в зависимости от размера. И вот эти все петли, откуда они взялись, все рассказываю вам в расчетной части. Это описание смотрите, девочки, в виде текста, еще раз говорю, под видео. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Для образца набираем 35 петель и вяжем узор следующим образом. Смотрите, у меня идет путанка с двух сторон, справа и слева по 5 петель. И по центру идет узор на 23 петлях, плюс 2 кромочные у меня. Вяжем первый ряд. Итак, путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 5 петель путанки. Далее вяжем 1 изнаночная, перекрещиваем с вами 4 петли налево или направо. Там в зависимости от стороны. То есть там и так, и эдак. Значит, сейчас я показываю налево. Эту сторону мы берем правую. Меняем местами 2 на 2. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и связали как 4 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. В большой косе тоже будут перекрещивания, только 6 петель направо. 6 петель снимаем на правую спицу. И первые 3 петли у нас за работой, следующие 3 петли перед работой. Аккуратно их возвращаем на левую спицу. И вяжем как 6 лицевых. Вот здесь распушилось. Аккуратно, вот здесь надо ниточку мне. Шесть лицевых вяжем. И в большой косе осталось еще 3 лицевые. Связали. Дальше 2 изнаночные идут. И в маленькой косичке перекрещиваем 4 петли также налево. 2 на 2. 2 первых перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и провязали как 4 лицевые. Так, и у нас впутанка. Еще 1 изнаночная, и затем идут 5 петель путанок. Путанку вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Так, таким образом мы все сделали. И дальше у нас с вами идет изнаночный ряд. Переворачиваем. И все петли вяжем в изнаночных рядах, как смотрят они. Третий ряд вяжем нашего узора. 5 петель путанка.
Сейчас будем менять петельки наоборот. Вяжем там, где у нас изнаночная, вяжется лицевая, там, где лицевая, вяжется изнаночная. И так далее. Лицевая, изнаночная, лицевая. Затем идет 1 изнаночная, 4 лицевые нашего жгута, 2 изнаночные, в большой косичке 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 1 изнаночная. Путанка вяжем. Первая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. Наша путанка 5 петель. Начинается у нас снова с 1-го ряда, помните, да? То есть раппорт у нас составляет 4 ряда в путанке, и мы сейчас вяжем с вами изнаночная, лицевая. Раппорт 2 петли, 4 ряда. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная. 5 петель путанки связали, далее идет изнаночная. В жгутике вяжем просто 4 лицевые, 2 изнаночные и большая коса. Первые 3 лицевые вяжем 1, 2, 3 и далее 6 петель перекрещиваем налево. Для этого 6 петель я снимаю на правую спицу. Затем первые 3 петли перед работой, следующие 3 петли высвобождаю за работой. И с помощью вот этой правой спицы переснимаю все 3 петли на левую. У меня получилось 3 петли перекрещены налево. И все 6 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Далее идут 2 изнаночные, в жгутике 4 лицевые, изнаночная. И начинается опять путанка. Первая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Связали. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. Путанка. Петельки меняем местами, да? Там, где изнаночная, вяжем лицевая, где лицевая, вяжем изнаночная. И так продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая. 5 петель путанки связали, вяжем изнаночная. В жгуте 4 лицевые, 2 изнаночные. В большой косе вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее идут 2 изнаночные, в жгутике 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. И далее в путанке петельки меняю местами. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Мы связали с вами полностью раппорт узора. И сейчас у нас идет 9-й ряд. Это то же самое, что 1-й ряд. Вяжем снова 9-й равно 1-й ряд. Путанка изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Затем идет изнаночная петля. И в первом ряду мы, помните, делали жгут, перекрещивали. 4 петли перекрещиваем налево или направо, в зависимости от того, какую часть узора вы вяжете. Правую или левую.
Смотрите, у нас идет с вами первые 2 лицевые перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, провязали 4 лицевые. Затем вяжем 2 изнаночные. В нашем с вами большой косе 6 петель перекрещиваем направо. 6 петель снимаем на правую спицу. И меняем местами. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Помните, мы уже это делали. Поменяли и все 6 провязали лицевыми. В большой косе еще 3 лицевые осталось. Вяжем 3 лицевые, 2 изнаночные и жгутики, снова перекрещивание 4 петель налево или направо, да? Меняем местами первые 2 перед работой, далее следующие 2 за работой, поменяли и провязали как 4 лицевые. Далее идет 1 изнаночная, в путанке вяжем петельки наоборот. Там, где лицевая, вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Все, девочки, и далее мы вяжем снова по узору. Все у нас повторяется. Вот такой вот получается интересный узор. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность вязания. Итак, делаем с вами влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец горячим паром и тянем его. Да, его тянем по вертикали, по горизонтали. Влажный, податливый, очень хорошо тянется. Вытянули. Еще разочек можно. Как видите, я отпариваю, но не отутюживаю. Ни в коем случае косо нельзя утюжить. Все, оставляем сохнуть. Итак, измеряем горизонтальную плотность. Для этого берем линеечку и измеряем ширину образца. Итак, у меня получается 16 сантиметров ширина образца. 35 петель участвует. 35 разделить на 16 сантиметров получается плотность 2,18. Сделаем, девочки, 2,15 петель. Теперь по вертикали измеряем плотность. Прикладываем нашу линеечку и измеряем высоту образца 12 сантиметров. Теперь считаем ряды. 27 рядов в моем образце. Мы 27 разделим на 12 сантиметров и получим плотность по вертикали 2,25. Эту цифру тоже надо записать. Итак, у нас с вами получились вот такие цифры. Горизонтальная плотность и вертикальная плотность имеют разные вот такие вот циферки. Сейчас нам понадобится для расчета именно эти цифры. Итак, мы будем использовать, девочки, вот такую выкройку для платья нашего. И, в общем-то, сейчас давайте сразу по размерам пройдемся. Первый размер у меня будет 42-44, ширина спинки переда 50 сантиметров. Второй размер 46-48, ширина спинки переда 55 сантиметров. Третий размер 50-52, ширина спинки и переда 59 сантиметров. Теперь опять сюда идем. Начинаем вязать снизу вверх все части и вяжем вначале планку резиночкой 1 на 1. Набираем для первого размера 100 петель, второго 110, третьего 120 петель. В последнем изнаночном ряду планки делаем прибавки равномерные по 7 петель, прибавляем. И на узор выходим с таким количеством, как 107, 117 и 127 петель, в зависимости от размера. Теперь, откуда взялись эти петли? Всем всегда бывает интересно. Сюда переходим.
Вот у нас с вами 50 сантиметров ширина спинки переда. И плотность мы с вами посчитали, помните, в 1 сантиметре для узора 2,15 петель. Смотрите, 50 сантиметров ширина умножаем на 2,15. Вот отсюда берутся петли. То есть мы умножаем с вами сантиметры на плотность по горизонтали и получаем петли. И любой размер по выкройке по горизонтали вы умножаете на горизонтальную плотность, у вас получаются петли. Понятно, да? Далее. На высоту 59 сантиметров мы вяжем нашим узором и до проймы. И я показываю, как распределяются узоры. Смотрите, начинаем 20 петель путанки. Ну, конечно, идет кромочная первая, затем 20 петель путанки, затем идет 23 петли нашего с вами раппорта узора. 23 петли он составляет с косами. Затем по центру идет 19 петель путанки и снова 23 петли наших кос узор. И заканчивается все симметрично 20 петель путанки и кромочной. В сумме это 107 петель. Это был 42-44 размер. Второй размер у нас 55 сантиметров. И здесь все то же самое распределение, только количество петель меняется. 117 петель распределяем как? Одинаково у нас путанка идет 23, затем коса 23, затем опять 23 путанки по центру, коса 23 и заканчивается 23 путанки. И, соответственно, кромочная справа и слева. Так, для третьего размера у нас с вами путанка. Начинается с 27 путанки, затем коса 23 петли, по центру 25 петель путанки, опять коса 23 петли и заканчивается 27 петель путанки. Кромочная справа, кромочная слева. В сумме 127 петель. Это был 50-52 размер с шириной 59 сантиметров. Вот таким образом распределяем узоры по спинке и переду. У нас есть пройма. На пройму выделяю я для первого размера глубина проймы 9 петель, второй размер 10 петель, третий 11 петель. Как считала, ну вот глубину сделала небольшую для первого размера, 4,5 петли умножил на 2,15, это 9. И так для других размеров. На вырез горловины, ширина выреза горловины делаю для первого размера из спинки переда одинаковая ширина, значит 38 сантиметров, ой, вру, что я такое говорю, 19 сантиметров, второй размер 20 сантиметров, третий 21 сантиметр. И в петельном эквиваленте также переводим с помощью горизонтальной плотности, это будет 41 петля, 43 петли и третий размер 45 петель. Все, что остается, это петли плеч. На петли плеч остается 24 петли, 27 петель и третий размер 30 петель. У нас здесь скос плеча есть на высоту 2 сантиметра, мы делаем его. И по спинке вырез горловины. Как сформировать скос плеча и вырез горловины, у меня в инструкции под видео все есть. Внимательно смотрите, и там все я описываю, как скругление сделать по вырезу и как сделать скос плеча. В 3 этапа делаем, в каждом втором ряду убавки. Теперь, что касается вертикальной плотности, всегда на этом останавливаюсь. Дело в том, что у нас с вами есть еще вертикальная плотность, мы ее с вами посчитали в 1 сантиметре 2,25 ряда. Любой сантиметр, который у нас с вами по выкройке идет по вертикали, мы обязательно переводим в ряды. И когда вяжем, руководствуемся рядами, а не измеряем полотно сантиметром.
Для чего это нужно? Надо считать ряды, потому что всегда после стирки изделие тянется, да? Померили сантиметром, вроде бы все как надо, да? А потом постирали, все вытянулось и стало намного длиннее. Поэтому мы сразу изначально для этого вяжем образец, чтобы эту плотность нам определить, и затем ее применяем на практике. Длину изделия я сделала: первый размер 88, второй 89, третий 90 сантиметров. Эти показатели индивидуальные, и вы должны их откорректировать обязательно под себя, под свой рост, под свои предпочтения. Так, девочки, по переду у нас с вами глубина будет 8,5 сантиметров выреза горловины. Так, теперь далее идем. Вся последовательность действий по вязанию будет в инструкции под видео. В виде текста идет описание вязания. Там посмотрите все подробно и последовательно изложено. По рукавчику набираем попетельно для планочки 7 сантиметров, высоту 46, 48, 50 петель и вяжем резиночкой 1 на 1 планку. После этого переходим на лицевую гладь. Рукавчики вяжутся на лицевой гладью. И здесь необходимо, значит, тоже размеры прояснить попетельно. Самая широкая часть рукава до оката я сделала 38 сантиметров, 40 и 42, в зависимости от размера. И умножала на другую плотность. У лицевой глади в 1 сантиметре, я измерила, будет 1,95 петель. Это лицевая гладь. Поэтому вот всю эту ширину 38, 40, 42 мы будем умножать на 1,95 плотность. И получим петельки 74, 78, 82 петли. Вот. И теперь из большего числа вычитаем меньшее по низу, да, и получаем, делим на 2, получаем, сколько петель надо прибавить по каждому скосу. Скос как считаем? Смотрите, у нас длину рукава, всю полностью длину, я взяла 60 сантиметров. Этот показатель тоже индивидуальный. Измеряйте от точки плеча до низа рукавчика и определяйте свою длину рукавчика. Вот. И после этого вам необходимо будет вот планочку вычесть, окат, высоту вычесть. У меня 13,5 сантиметров высота оката. И все, что останется, у меня получается 39,5. И 39,5 сантиметров надо умножить на плотность по вертикали. Вот это число 2,25. И у вас получится 88 рядов у меня получается. У вас будет свой показатель. Так, и после этого мы 88 рядов делим на те петли, которые нам надо будет прибавить по скосу. То есть 88 разделить на первый размер, вот, пожалуйста, 88 на 12 петель. Получается циферка 7. То есть в каждом 7-м ряду мы будем делать прибавку. Справа и слева одновременно и симметрично. И также я посчитала для других размеров 15 петель в каждом 6-м ряду. И для третьего размера 16 петель чередуем. Первая прибавка в 5-м, вторая в 6-м, опять в 5-м, в 6-м. Вот таким образом. Ну, в общем-то, все я вам рассказала, девочки. Инструкция по вязанию будет под видео. Изделие не самое сложное, да. В принципе, все понятно здесь. Смотрите описание под видео. Я желаю вам удачи и до новых встреч!